Ребята, всем привет! А сегодня я буду рассказывать про легендарный советский внедорожник ГАЗ-64. Расскажу его историю создания и применения, а также вы увидите, как он ездит вживую. Эту малоизвестную в наше время машину можно с уверенностью назвать самым первым советским джипом. Она сугубо милитарного назначения и была построена на узлах полноприводной М-ки ГАЗ-61. Главным отличием ГАЗ-64 от ГАЗ-61 был кузов очень упрощенной конструкции, не имевший ни крыши, ни дверей. От непогоды водителя защищал брезентовый тент, ну а двери, как говорится, крепче за баранку, держись, шофер. Держаться за руль действительно надо было крепко. Рулевое управление усилителя не имело. Тормоза, сцепление, все усилие от педалей передавалось непосредственно на исполнительные механизмы. Привод тормозов, кстати, был тросиковый, механический, а не гидравлический. К разработке этой машины конструкторы ГАЗа приступили в 1940 году. Не менее чем через год уже были готовы первые опытные ходовые экземпляры. Испытания проводились во второй половине апреля 1941 года. Машина позиционировалась в качестве командирского автомобиля, разведывательного и даже тягача 45-мм пушки, с которой он преодолевал 25-сантиметровый слой снежного покрова. В целом машина себя зарекомендовала сравнительно неплохо, но полный цикл испытаний не прошла. Испытательную программу внезапно свернули, потребовав предоставить машину руководству страны. Новинку осматривал Сталин и Ворошилов. Военные остались недовольны этой разработкой, не в последнюю очередь из-за того, что побаивались ее сырости, ведь испытания были прерваны, и все свои плюсы, а главное неожиданные минусы машина показать не успела. Поэтому итоговый вердикт пестрил множеством замечаний. Перегрев мотора, недостаточная глубина преодоления брода. От 50 до 60 сантиметров, кстати, не так уж и мало. Недостаточный угол подъема на бездорожье, и это было правдой. 18% максимум, что мог выдавать козлик. Кстати, именно эту машину впервые прозвали «Козликом». В дальнейшем это народное прозвище переходило по наследству всем последующим русским джипам, вплоть до УАЗ-469. Помимо «Козлика» у машины было еще пара народных прозвищ, такие как Иван Виллис и Чапаев. Легендарный американский Виллис, кстати, в то время тоже только еще разрабатывался. Впрочем, не все военные чины разделяли разгромное мнение своих коллег по поводу этой машины. Маршал Георгий Кулик обратился к Вячеславу Малышеву, возглавлявшему в то время профильное направление среднего машиностроения, с просьбой устранить ряд недоработок автомобиля ГАЗ-64 и по итогам устранения недочетов предоставить новую партию из 5 машин для испытаний, так как военное ведомство остро нуждалось в таком автомобиле. Изменения коснулись многих деталей, и в первую очередь кузова, у которого появился тот самый тент от непогоды, а также брезентовые шторки вместо дверей. Дверные проемы были изменены, передняя часть полностью изменилась, и раму усилили и доработали подвеску. Двигатель получил более производительный карбюратор. На первых экземплярах стоял карбюратор от КИМ-10, не справлявшийся с высокими нагрузками. После начала войны сроки сдачи образцов машин для испытаний значительно сократились. Сократилось и количество машин для опытной партии. Теперь к 15 августа 1941 года требовалось предоставить всего 2 экземпляра – командирскую машину и разведывательную. С августа испытания, проходившие в ускоренном темпе, были завершены, джип приняли на вооружение и потребовали немедленно приступить к производству. Выпускалась машина с 1941 года по 1943, и всего было выпущено 672 автомобиля. ГАЗ-64 мог разгоняться до 88 км в час. Средний расход бензина на твердом грунте и хорошей погоде был около 13,5 литров. На бездорожье доходил до 21. Двигатель был от полуторки, 4-цилиндровый, мощностью в 50 лошадиных сил, зажигание от магнета, а напряжение бортовой сети было 6-вольтовым. Коробка передач 4-ступенчатая. Понижающей передачи в раздатке не было, и в качестве нее для движения по бездорожью применялась первая, а трогаться в обычных условиях рекомендовалось со 2-й скорости. До наших дней уцелело всего несколько экземпляров ГАЗ-64. Чаще встречаются различные переделки из более позднего ГАЗ-67, выполненные в разной степени качества и сходства с оригиналом. Конструкция ГАЗ-64 была основана на 2 китах: простота и максимальное использование узлов и агрегатов от уже запущенных в серию автомобилей. Причем по возможности автомобилей, давно распространенных в СССР, поэтому в некоторых случаях ставились узлы от М1 М-ки, а не от М11. Модернизированный вариант М1 М11 не успела стать по-настоящему массовой.
Шасси было укороченным вариантом шасси ГАЗ-61. ГАЗ-64 оснастили новым корпусом, проще и удобнее в производстве и более практичным на передовой. Автомобиль имел брезентовый тент, дверей не было. Его оснастили двигателем ГАЗ-ММ. Он был менее мощным, чем двигатель ГАЗ-61 и М11, но более массовым в армии и народном хозяйстве и менее прихотливым к качеству топлива и масла. И с учетом меньшей, чем у ГАЗ-61 массы автомобиля, меньшая мощность мотора была не принципиальна. В отличие от ГАЗ-61 были внесены небольшие доработки в подвеску и трансмиссию, а также тормозную систему. Некоторые элементы конструкции были оригинальными, спроектированные специально для ГАЗ-64, а ряд кузовных и других деталей были взяты от грузовика ГАЗ-ММ, в те годы наиболее массовым автомобилем на советском конвейере. Часть доработок была внесена с целью использования более простых и распространенных узлов, чем на ГАЗ-61. Так применяли уже устаревшие и неудачные односторонние амортизаторы от М1. Недостатки установленных амортизаторов компенсировали их количеством – по 2 единицы на каждое колесо. Раздаточную коробку и передний мост почти без изменений взяли от ГАЗ-61. Понижающей в раздатке не было. В качестве понижающей использовали первую передачу, а начало движения шло со второй передачи. Такой особенностью автомобиль был обязан мотору ГАЗ-ММ с его высоким крутящим моментом на малых оборотах коленчатого вала и коробкой передач от того же грузовика ГАЗ-ММ, дававшим в совокупности мощную тракторную тягу на младших передачах. По тяговым характеристикам ГАЗ-64 значительно превосходил Уиллис, что обусловливало возможность его использования в отличие от американского собрата как малого артиллерийского тягача, артиллерийского орудия калибром не выше 57 мм. 76-мм орудие ГАЗ-64 транспортировал уже с трудом. Межколесные блокировки отсутствовали. В СССР еще в 50-е годы они считались теоретически необязательными на автомобилях с числом осей меньше 4. Начиная с 60-х годов все новые образцы армейской техники, включая армейскую версию УАЗ-469, имели на всех ведущих осях блокировки межколесных дифференциалов. К сожалению, на стадии проектирования была допущена серьезная ошибка. По настоянию наркома среднего машиностроения Малышева ГАЗ-64 снабдили колеей в 1240 мм на передней оси и в 1200 мм на задней, подобно Уиллис МА. Сомнительно, что это было желание сделать как в Америке. Скорее всего, дело в расчетах на масштабное производство военно-транспортного самолета ПС-84, он же Ли-2 с 1942 года. Он был советской версией лицензионного Дуглас. Колея Уиллису МА узкая и по стандартам США была рассчитана под транспортный отсек ДС-3. Транспортно-десантный отсек ПС-84 или Ли-2 по размерам был аналогичен транспортному десантному отсеку ДС-3. Мы взяли такую же колею ради аналогичных задач, возложенных на наш транспортный самолет, аналогичный американскому. Начало Великой Отечественной войны внесло свои коррективы. ВВС Советского Союза не успели получить армейский вариант ПС-84. Несмотря на мобилизацию ПС-84 и начало производства его боевых вариантов уже под новым индексом Ли-2, воздушные перевозки и воздушные десанты в тех масштабах, что ожидались, не состоялись. В отличие от Уиллис, ГАЗ-64 имел более архаичный и тяжелый двигатель. Мотор ГАЗ-ММ был упрощенным вариантом двигателя ГАЗ-М1, созданного на базе американских моторов Ford Model A и Ford Model B, с учетом специфики нашего производства и эксплуатации. Более низкая степень сжатия топлива позволяла заправлять его не только низкокачественным бензином марки А56, но и при соблюдении ряда условий и керосином. Стандартными маслами были для него промышленные автолы и негролы. Архаичность конструкции привела к большей массе и габаритам мотора. В итоге при той же колее, что и у американца, центр тяжести у ГАЗ-64 был выше, что приводило к частым опрокидываниям, на которые, впрочем, были нарекания и к Уиллис от наших и от американских шоферов, но ГАЗ-64, к сожалению, его сильно в этом опережал. Вдобавок, его колея не совпадала с колеей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, самых массовых автомобилей Красной Армии в те годы. Это было недостатком в условиях передвижения за пределами дорог с твердым покрытием, снижая проходимость автотранспорта. Автомобиль ГАЗ-64, несмотря на короткую историю, послужил огромную роль в отечественном машиностроении. На его базе в будущем выполнялось множество советских внедорожников, которые использовались не только для урегулирования локальных конфликтов, но и международных. Для своего времени конструкция получилась передовой, хотя ее и делали с оглядкой на западный транспорт.